Всем привет! Сегодня готовим очень нежные и мягкие кексы или маффины на закваске. Их готовить можно и на активной закваске на пике, можно готовить на остатках закваски. Это такой отличный вариант, когда нужно освежить закваску или просто захотелось приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю. Как всегда, все ингредиенты на экране и также будут в описании, и давайте готовить. Для начала я смешаю основные сухие ингредиенты в отдельной миске. Всыпаю сюда 300 грамм белой муки, добавляю 2 чайные ложки и еще 1/4 чайной ложки разрыхлителя, четверть чайной ложки мускатного ореха, это по вкусу опционально. Также я добавила ваниль в порошке, тоже опционально. Сюда же добавляю половину чайной ложки соды пищевой и 1 чайную ложку без горки соли. Все это хорошенечко перемешиваем. Основная идея перемешивания здесь это разбить все комочки и немного взрыхлить муку, чтобы она стала более пушистой, мягкой и воздушной. Отставляем эту миску в сторону и берем новую чистую большую миску. Сюда я вливаю заранее растопленное сливочное масло. По граммам здесь 115 грамм растопленного сливочного масла, которое я растопила и немного охладила. Сюда же я всыпаю 200 грамм сахара, и все это нужно хорошенечко поперемешивать. Масса должна вся полностью объединиться и стать похожей на крем. Проще всего это сделать венчиком, буквально несколько секунд, и эта масса у нас готова. Добавляем яйца. Яйца обязательно должны быть теплой комнатной температуры. Вбивать я их буду по одному, всего понадобится 2. Одно яйцо я разбила, перемешиваю до полного объединения. Как только одно яйцо объединилось, добавляем второе яйцо и снова перемешиваем, снова до однородности и гладкости. Вся эта масса получается очень мягкая и нежная и легко перемешивается венчиком, но при желании в принципе можно воспользоваться и миксером. У меня этот процесс занимает всего несколько секунд, яйца хорошо объединяются с маслом и масса снова становится более похожей на крем. Сюда же я теперь вливаю молоко. Молока 185 грамм. Обращаю внимание, что молоко я именно измеряю в граммах. Молоко тоже должно быть комнатной температуры теплое. Добавляю сметану. Сметана 100 грамм, тоже комнатной температуры. И добавляю нашу закваску. Закваску я добавляю пшеничную, здесь она у меня просто постояла из холодильника, она у меня не на пике, но теплая, комнатной температуры. Также можно сюда использовать и остатки закваски, и подкормленную закваску на пике, такая, какая у вас есть. И по рецепту сюда идет всего лишь 50 грамм закваски. Все это снова хорошенечко перемешиваем. Масса может немного расслоиться, это масло, но ничего в этом страшного нет. Начинаем добавлять сухие ингредиенты, это наша мучная смесь, которую мы сделали заранее. Добавляю я ее частями, обычно всыпаю примерно 1/3, хорошенечко перемешиваю и затем всыпаю остатки и снова хорошо перемешиваю. Ну и основная особенность этого теста это то, что в тесте у нас есть и разрыхлитель, и сода, и закваска, и они все начинают взаимодействовать, как только они объединились. Поэтому это тесто важно вымешать очень хорошо, но при этом очень быстро, так чтобы не разрушить его текстуру и структуру. Лучше всего это сделать венчиком. Венчиком получается быстро и аккуратно, и тесто готово. Тесто должно снова собраться, комочки, которые до этого расслоились от масла, должны соединиться с мукой, и тесто снова похоже на крем. В самом конце я добавляю шоколадные капли. Шоколадных капель здесь у меня 200 грамм. Вместо капель можете использовать все, что хотите. Орехи, изюм, клюкву, все, что у вас есть под рукой по вкусу. И аккуратным движением теперь я уже вкладываю наши шоколадные капли в тесто. На этом этапе тесто уже сильно перемешивать не надо. Тесто у нас готово, накрываем его крышкой и дадим ему отдохнуть примерно 1,5-2, можно и 3 часа. И на отдых я его убираю в очень теплое место. Поскольку у меня дома прохладно, я убираю в слегка нагретую духовку. И через 2 часа у нас есть два варианта. Можно либо выпекать маффины сразу, либо снова накрыть тесто крышкой и убрать в холодильник до утра. И выпекать уже на следующий день. Я в этот раз буду выпекать сразу, поэтому я уже подготовила свои формочки. Всего из этого количества теста получается 12 больших маффинов, и каждый маффин это примерно 6 столовых ложек теста. На этом этапе важно тесто больше не трогать, не перемешивать, поэтому аккуратненько по краю я набираю тесто с помощью ложки. Тесто получается очень нежное и воздушное. Я уже поставила на разогрев свою духовку. Духовку нужно нагреть заранее. И верх маффинов или кексов можно дополнительно еще украсить шоколадом или крупным сахаром. Я сделаю и то, и то. Я использую здесь коричневый крупный сахар, просто чтобы было симпатично.
Но здесь внимание, сейчас вы видите информацию на экране по поводу выпечки этих кексов. Здесь температуры 2, поэтому не забудьте снизить температуру и выпекаем эти маффины или кексы до легкого золотистого цвета. Я даю им обычно остыть в формочке, они постояли, и как только они остыли, они становятся более упругими, и их можно вынимать из формы. Они очень нежные и очень ароматные, просто тают во рту. И еще один важный момент, на который нужно обратить внимание, это выпечка этих кексов. Первые 20 минут духовку во время выпечки лучше не открывать, иначе маффины могут осесть. Если вы никогда не готовили кексы на закваске, очень рекомендую вам попробовать этот рецепт, потому что это один из самых лучших рецептов, которые я когда бы то ни было пробовала. Они действительно получаются нежные, ароматные и просто разваливаются в руках. Очень мягкие и очень вкусные. Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, как всегда, на все вопросы я отвечаю в комментариях.